думаю, что можно начинать. Я буду держаться за тумбочку, чтобы воздержаться от соблазна двигаться взад-вперед по сцене, да, и случайно вот с кабелем, да, все не сломать. Итак, меня зовут Сергей Байдачный, я являюсь принципал софтвер-инженером в компании Microsoft. Работаю в отделе CSE, что в переводе Commercial Software Engineering. Я не знаю, что такое commercial в данном случае, поскольку наш отдел занимается тем, что работает с партнерами, и мы работаем над различными пилотными проектами, на самом деле за еду, да, то есть вот это вот слово commercial, оно обычно народ пугает, значит, надо платить деньги. Нет, нам платить деньги не надо. Если у вас есть какие-то проекты, и у вас есть желание использовать какие-то технологии топовые Microsoft, Виктор сидит, Виктора всегда можно набрать, позвонить ему, он вам пришлет инженеров совершенно бесплатно. Они посидят с вами дня 3-4 и вместе разработают какой-нибудь прототип. Я проживаю в Канаде, в Ванкувере, и в основном работаю, конечно же, с североамериканскими партнерами и участвую в большом количестве проектов. Ну вот, сегодня я поговорю скорее не про те проекты, в которых мы участвовали, а про набор утилит или служб для дата-сайентистов, которые могут быть вам сегодня интересны. Ну, почему именно сегодня? Потому что если мы будем говорить о тех службах, которые у нас были 2-3 года тому назад, видимо, мы будем говорить о чем-то связанном с машин-лернингом и дип-лернингом, то на самом деле много различных фреймворков у нас и не было. У нас много всего сделано внутри Microsoft, у нас есть очень мощный фреймворк, связанный с машин-лернингом. У нас сейчас активно развивается фреймворк, который в open source связанный с дип-лернингом, но если вот говорить про службы, которые у нас были доступны, то по большому счету это была одна утилита, которая называлась Azure Machine Learning Studio. Кто пользовался этой замечательным продуктом? Ну, половина. Замечательно. То есть, на самом деле, продукт очень интересный. Если вы хотите насладиться с очень сложной технологией, которая называется Drag and Drop, и использовать исключительно классические Machine Learning алгоритмы, то вот Azure Machine Learning Studio работает замечательно. Но проблема в том, что Azure Machine Learning Studio не позволяет вам, с одной стороны, натренировать модель и перенести ее куда-то за пределы environment, ну и, естественно, то есть, по большому счету, Machine Learning Studio замечательный продукт, если вы хотите что-то быстро построить, посмотреть, как это работает. И да, в некоторых случаях вы даже можете модели публиковать, и deployment процесс не очень хорошо настраивается и позволяет использовать только веб-сервисы. Но, тем не менее, можно что-то сделать, и можно каким-то образом этот сервис использовать даже в продакшене. То есть у нас достаточно большое количество отзывов от кастомеров положительных есть, что да, вот счастье, Machine Learning Studio — это очень хороший продукт. Но при этом надо помнить, что это был лишь первый шаг, да, мы фактически должны были заявить, да, мы тоже собираемся заниматься чем-то связанным с машин-лернингом в плане того, что не только внутри разрабатывать свои библиотеки, использовать их для различных наших служб, начиная от Bing, заканчивая Xbox, и выпускать что-то полезное для разработчиков. Вот на текущий момент Azure Machine Learning Studio — это вот пройденный этап, да, эта служба существует, эта служба будет поддерживаться какое-то время, но там рассчитывать на то, что она будет активно развиваться, не стоит. И сегодня мы уже должны говорить о продуктах, которые мы начали выпускать для разработчиков на профессиональной основе. И сегодня я хочу поговорить про несколько из них, и начну я с каких-то вещей, связанных с Artificial Intelligence. Да, вот это очень популярный термин, его сейчас везде добавляют, где только можно. Лампочки с Artificial Intelligence, там, бутерброды с Artificial Intelligence, все что угодно. Это очень популярная тема. Люди любят искусственный интеллект по каким-то непонятным причинам. Но вот на сегодня, если мы говорим про Artificial Intelligence, можно примерно сказать, что Artificial Intelligence — это равно примерно Deep Learning. И вот если вы специалист по Deep Learning, то наверняка знаете, что в этой области существует много различных фреймворков. Существует TensorFlow, существует CNTK, существует Caffe, существует много всего. То есть все эти фреймворки, как правило, в open source, и их, в принципе, существующие разработчики активно утилизируют, используют для различных задач: распознавания там, изображений, обработка текста, предсказания поставок товаров и всего остального. То есть Deep Learning сегодня работает хорошо, но, опять же таки, надо понимать, что Deep Learning должен
работает с большим количеством данных. Даже если взять простейшее изображение, сегодня фотоаппараты, камеры позволяют передавать даже уже не Full HD изображение, в некоторых случаях 4К. Да? То это громадный объем данных, тем более, что каждый пиксель, как правило, должен быть представлен набором нескольких байт в результате для того, чтобы натренировать вашу модель. Поэтому существует задача строить инфраструктуру, строить кластера, которые будут тренировать ваши Deep Learning модели. Ну и здесь необходимо понимать, что существует достаточно много задач вокруг построения кластера. То есть если я хочу построить кластер, который будет запускать, например, TensorFlow, использовать TensorFlow фреймворк, чтобы тренировать модель по распознаванию изображений. Преимущество в том, что все эти фреймворки не поддерживают работу на кластерах. Я могу использовать несколько GPU, я могу использовать несколько серверов, чтобы тренировать мою модель. Но есть недостаток. Во-первых, чтобы построить сам кластер, мне надо каким-то образом подготовить несколько виртуальных машин, например, GPU-enabled виртуальных машин. То есть надо, во-первых, развернуть несколько виртуальных машин, необходимо развернуть какие-то драйвера, потому что, понятно, что наличие GPU без пакета от NVIDIA не будет у вас все равно ничего работать. Необходимо каким-то образом придумать, как взаимодействовать с этим кластером. Затем, опять же, таки кластер у вас есть, замечательно. Необходим некий механизм, который позволит вам отправить туда работу, натренировать какую-то вашу модель. Для того, чтобы ваша работа работала, необходимо поднять MPI как минимум, да, то есть необходимо каким-то образом предоставить фреймворк, который позволит проводить параллельные вычисления на этом кластере. Есть у вас кластер, есть у вас возможность отправить туда какую-то работу на выполнение, вам необходимо каким-то образом где-то взять данные. Данные, видимо, у вас где-то лежат в каком-то из сториджа, и вам необходимо его подключить к вашему кластеру. Желательно там без каких-то специальных процедур копирования. И опять же, что значит скопировать данные на кластер? Кластер — это набор виртуальных машин. На какую из машин вы скопируете данные? Непонятно, вам нужен какой-то специальный shared storage, который может использоваться всеми серверами. Ну и, естественно, самое важное, вам надо сэкономить деньги при этом, да? Не так, как было у одного партнера, мы вот только что решали задачу, когда у партнера была модель, он занимался тем, что тренировал модель раз в год, но потом каждый день использовал эту модель, чтобы выполнить prediction. И вот prediction делался на большом количестве серверов, скоринг уже непосредственных данных, делался на большом количестве серверов и при этом делался несколько часов. То есть каждый день вечером они запускали скоринг, утром приходили и смотрели, что получилось. Поднимали это все на HD Insight кластерах. Подняли HD Insight кластер, запустили работу, пошли домой. Работа через 5 минут зафейлилась. Они пришли через 10 часов, кластер работает, счет выставлен, деньги заплати, а результата нет. То есть управлять всеми этими кластерами тоже надо уметь правильно и экономить деньги. Да. В данном случае мы мигрировали все на Azure Databricks, про который я расскажу чуточку позже, с возможностью мониторить состояние работ, с возможностью создавать динамически и уничтожать кластера, используя простейший REST API. Но тем не менее, стоимость очень важна. Ну, естественно, потом уже должно быть некое workflow, то есть необходимо Data Scientist дать простые инструменты, которые позволят все эти работы отправлять на выполнение. То есть, опять же таки, я не знаю, насколько у вас Data Scientist, специалисты владеют технологиями создания кластеров, но обычно те люди, которые настраивают environment, и те люди, которые запускают на нем задачи, это разные люди. И для сложных окружений, естественно, чтобы дать возможность Data Scientist работать с кластером, необходимо что-то очень простое. Обычно там утилита хотя бы командной строки, а лучше всего какой-нибудь красивый интерфейс. По этой причине мы решили выпустить сервис, который называется Azure Batch AI. Что это такое? Если вы смотрели за теми службами, которые позволяют создавать кластера в Microsoft, то у нас был сервис, который мы опубликовали порядка, наверное, 5 лет тому назад, который назывался Azure Batch. Azure Batch позволял вам строить кластера, но настраивать вы их должны были вручную сами. То есть вы должны были разбираться, что такое MPI, вы должны были понимать, какие компоненты на каждый сервер установить, чтобы запустить какую-то работу.
И по этой причине, поскольку работа эта была достаточно сложная, настройка кластера, по этой причине практически никто эти кластера для машин-ленинга, дип-ленинга не использовал. Тем не менее, эти кластера очень часто использовали для рендеринга видео, потому что там очень легко распараллелить работу и написать скрипт, который будет посылать задачи на разные виртуальные машины. И мы там время от времени говорили, вот какой-то там фильм про... Какой фильм? «Аватар», по-моему, да? Про каких-то там голубых чудиков. Рендерился на... Вот я помню, Виктор рассказывал многократно, да, рендерился на облачной платформе Microsoft Azure. Ну, нам рендеринг не очень интересен, мы же с вами Data Science специалисты, я надеюсь. Поэтому нам бы вот то же самое, но настроенное под нас. По этой причине Azure Batch AI Service — это не что иное, как Azure Batch AI, который настроен под конкретный фреймворк. То есть что мы сделали? Мы подумали, а почему бы нам, поскольку фреймворков, с одной стороны, их достаточно много, с другой стороны, они все хорошо известны, они поддерживают все работу на кластерах, почему бы нам не сделать сервис, который позволит делать готовое окружение для Data Scientist, который способен запускать кластер, который способен запускать, например, задачу на Синтике, или задачу на TensorFlow, или задачу на Caffe, или задачу, написанную на Keras. То есть все вот это теоретически можно подготовить. Плюс добавить сюда несколько возможностей, связанных с тем, как запускать, как получать доступ к данным. Добавить возможности запускать задачи в контейнерах, чтобы не перестраивать каждый раз виртуальные машины, если у вас запущен кластер, а просто сабмитить новые контейнеры для разных фреймворков и запускать там ваши задачи, объединяя эти контейнеры тоже в кластера. Как подключать быстрые хранилища и где хранить данные. Ну и какие-то все остальные вещи, связанные с теми задачами, которые мы только что рассмотрели. Собственно говоря, это у нас и получилось. Azure Batch AI Service сейчас находится в состоянии превью. Надеюсь, что скоро он выйдет в релиз, но сейчас его могут использовать все, кто угодно. Если говорить о каких-то вещах, ну вот начнем с данных. То есть, когда мы говорим о сервисе, то сервис обладает REST API. То есть REST API можно использовать из вашего собственного кода. Вот сегодня меня лишили возможности делать демо, но вот у меня есть демо, где я создаю кластер Batch AI на языке программирования C#. И подключаю к нему сториджи внешние, выбираю виртуальные машины, выбираю контейнер, на котором я хочу запускать мой Cintiq Example. Но при этом можно подключать различного типа сториджа. Можно использовать обычные блобы, то есть те же FileShare. Можно использовать блоб storage с Blob Fuse, можно использовать Network File System. В зависимости от того, сколько вы готовы платить, в зависимости от того, какой скорости storage вам нужен, вы можете выбирать опционально, что вы хотите использовать, чтобы на уровне API подключать это к своему кластеру. Но опять же, я сказал про REST API, но у нас есть уже готовый SDK, и вы можете совершенно спокойно создавать кластер и запускать вашу работу из Python, например. Вы можете легко запускать сам кластер из языка программирования Java, то есть это не есть проблема. Поехали дальше. Следующее — это, естественно, кластер. Но насколько кластер этот позволит нам сэкономить деньги? Ну вот здесь надо сказать, что у нас есть автоскейлинг. И кластер как таковой, когда вы создаете, вы можете указать, что минимальное количество нод на вашем кластере — это 0. Это будет означать, что если вы ничего не делаете, то кластер не работает. Как только вы запускаете новую работу, указываете контейнер, который вам нужен, указываете файлы, которые вы хотите запустить. Batch AI Service определяет наличие вашей работы в очереди и запускает, поднимает некоторое количество нод согласно вашей конфигурации. Вы сами можете указать, сколько нод вы хотите использовать для вашей работы. Почему сами можете указать? Потому что все фреймворки используют, имеют какое-то максимальное количество нод, имеют возможность запускать ваши примеры на максимальном количестве GPU и так далее. Вы просто знаете свой фреймворк лучше, вы говорите, вот здесь я хочу использовать 2 ноды с 2 GPU и запускаете TensorFlow, например. Для Cintiq можно использовать значительно большее количество GPU, и вы можете поднимать значительно большее количество нод и так далее. Ну и, естественно, есть возможность объединять это все в
виртуальную сеть, и вы можете совершенно спокойно поднимать GPU виртуальные машины. Job Management. Как я и сказал, есть возможность сделать автоскейлинг, то есть вы можете совершенно спокойно отправлять ваши работы, работа становится в очередь. Как только появляется в кластере дополнительная capacity, возможность поднять необходимое количество нод, потому что вы указываете не только минимальное количество нод, но и максимальное в автоскейлинге, работа передается на выполнение и начинает выполняться на указанном вами количестве нод. Понятно, что все это можно, опять же, выполнять с помощью API, REST API, то есть создать работу, отправить ее на выполнение и контролировать процесс ее выполнения. Ну и, естественно, существует возможность читать логи, причем даже в режиме реального времени. Все эти логи, они складываются в blob storage или в тот storage, который подключаете в качестве основного диска. То есть все эти SCD-ауты, SCDR можно переадресовать в отдельные логи в вашем blob storage. Ну и, как я и сказал, есть возможность запускать ваши работы и делать кластер на основе исключительно виртуальных машин. И запускать что-то в виртуальных машинах можно запускать контейнеры. Контейнеры вы можете брать как из докер-репозитория, это стандартные контейнеры, так и, в принципе, можете создать свой контейнер registry в Azure, загрузить туда ваши виртуальные машины и выдергивать виртуальные машины прямо оттуда. То есть все достаточно просто. Ну и, естественно, как я и говорил, поскольку это часть Azure экосистемы, то здесь работает Role-Based Access Control и поддерживается большое количество API и интеграция, естественно, с Azure порталом и Azure CLI. То есть вам не обязательно использовать REST API, чтобы создать новый кластер. Вы можете открыть Azure портал, выбрать Batch AI Service из списка и, нажав несколько дополнительных кнопочек, создать нужный вам кластер с использованием автоскейлинга или с фиксированным количеством нод. Следующим кликом вы можете выбрать Batch AI Service и создать работу. В качестве параметра вы выбираете фреймворк фиксированный, Syndicate, TensorFlow, Caffe, Keras и так далее. Все время хочу вставить английские слова, но вот пытаюсь, борюсь с собой как могу. И указать, соответственно, ваш Python скрипт, и параметры, необходимые параметры, и отправить работу в очередь. То есть это делается все через портал тоже достаточно легко. Ну, для нас, скорее всего, портал не будет основной утилитой. Мы, скорее всего, будем использовать с вами либо командную строку. В моем случае я люблю все писать на C#, потому что какие-то там иногда бывают сложные приложения приходится создавать с каким-то графическим интерфейсом для конечных пользователей. Вот для них код на C# может оказаться очень полезным. Хотя понятно, что сами алгоритмы имплементированы в Python. Да? То есть я отправляю Python из C# на исполнение. Следующий сервис. То есть сегодня у меня обзор нескольких ключевых сервисов. И следующий сервис, ну вот здесь хорошая новость, 3 дня назад или даже 4 дня назад мы анонсировали, что Azure Databricks Global Availability, то есть в релизе, да? То есть он доступен для продакшена, по-моему, в 8 регионах. Я в это время летел в самолете и не проверял, но я готов поверить в наш roadmap внутренний, который я видел до того, как я вылетел, что он анонсирован в Global Availability. То есть если вы пойдете на Azure Portal, то вы увидите, что этот сервис уже можно использовать для продакшена, он доступен. Что такое Azure Databricks? Наверняка, если вы какое-то время работаете как Data Scientist, вы наверняка слышали про Apache Spark. Apache Spark — это очень популярное решение, которое используется Data Scientist'ами. Оно позволяет вам строить кластера из большого количества нод. И там, в идеале в базовой версии Open Source Spark вы можете на всех этих нодах хранить данные и заодно использовать эти ноды для того, чтобы обрабатывать данные и делать какую-то аналитику. При этом Spark популярен тем, что он, во-первых, ведет все вычисления в памяти, то есть, как правило, если в память ваши данные влазят, да, то есть, как правило, вычисления проходят достаточно быстро по сравнению с классическим Hadoop, где технология MapReduce, как правило, держится на записи, перезаписи всего на диск. С другой стороны, Spark как open source продукт обладает громадным количеством open source библиотек, включая machine learning.
То есть Machine Learning, который позволяет работать сразу делать вычисления ваших алгоритмов на нескольких нодах. Если говорить про Deep Learning, то здесь, как правило, существуют библиотеки. Ну вот, в частности, на Spark, который развернут в Azure, вы можете использовать библиотеку MML Spark. Эта библиотека позволяет подключить вам Syndicate, TensorFlow, какие-то другие популярные Deep Learning алгоритмы. Ну, Spark, как open-source продукт, это решение, которое замечательное, но себя хорошо зарекомендовал. У Microsoft есть продукт, который называется HD Insight. HD Insight — это фактически open source Spark, но он интегрирован в Azure Portal, и вы достаточно легко можете создавать кластера, не выдаваясь в подробности, как их настраивать правильно и как собирать из нескольких виртуальных машин один кластер. Наш портал сделает это за вас. Но, тем не менее, классический Spark, он, к сожалению, обладает лимитированным набором API. То есть, если вы хотите управлять Spark снаружи, то у вас, скорее всего, это делать не получится, потому что там существует, по большому счету, два набора API. Один позволяет отправить Spark Submit, чтобы отправить работу на выполнение, другой что-то там делает еще. Поэтому те ребята, на самом деле, которые начинали делать Spark, дождались в какой-то момент, когда Spark будет уже таким хорошим взрослым продуктом, и сделали форки и создали коммерческую версию Spark, которая называется Databricks. Databricks — это отдельная компания, у них отдельная версия коммерческая Spark, и по большому счету до какого-то времени к Azure не имела никакого отношения. К Azure не имела никакого отношения, и вот совершенно недавно мы объявили о том, что мы сотрудничаем с этой компанией и выпускаем Azure Databricks, то есть реализацию Databricks в Azure, но здесь есть один очень большой нюанс. Вот я покажу сначала на следующем слайде. Это First Party Service от Microsoft. Да? То есть это не сервис от Azure. Вы знаете, что в Microsoft Azure существует Marketplace, и вы туда можете опубликовать свое собственное решение. И потом это решение смогут использовать теоретически все, кто угодно. Кто заплатит за него, поднимет в облаке и начнет использовать. Вот это не Marketplace продукт, это First Party продукт от Microsoft. То есть Microsoft инженеры продолжают разработку этого продукта, и мы добавляем туда функциональность, чтобы убедиться, что этот продукт не просто вот работает как обычный Databricks, а еще имеет большое количество интеграций с Azure службами в том числе. Давайте вернемся к предыдущему слайду. Итак, чем отличается, во-первых, HD Insight от классического Spark, который хранит данные в рабочих нодах? Во-первых, обратите внимание, что практически в Azure все службы по работе с данными, они работают на основе Azure Data Lake Store или на основе Azure Storage. Что это означает? Это означает, что данные у вас лежат отдельно от рабочих нод. Данные вы храните в Storage, и когда вы поднимаете HD Insight кластер, вы указываете, где вы хотите хранить данные, в Lake или в Data Lake или в Storage, в Blob Storage, и, соответственно, рабочие ноды отвечают только за вычисление. Только за вычисление. Это означает, что если вы захотели убить HD Insight, завтра вы его убили, вы за него больше не платите, но данные ваши не пострадали, они существуют. Вы подняли заново HD Insight, и он опять подключился к существующим данным. Это очень важно. Но, как я уже сказал, у HD Insight очень плохая управляемость. То есть вы должны создать количество серверов, вот они как-то работают, вы туда коннектитесь с помощью SSH, например, и запускаете какие-то задачи. А вот если вы хотите мониторить все существующие задачи, если вы хотите управлять самим кластером, то это очень тяжело сделать из-за отсутствия хорошего API. С другой стороны, есть у нас Azure Data Lake Analytics. Вот это классическая имплементация Platform as a Service сценария. То есть в Azure Data Lake Analytics вы вообще не заботитесь о том, что такое кластер, какие там ноды есть и как они там настроены. Вы создали сервис, запустили работу, указали, сколько максимально денег, условно говоря, вы хотите платить, и Azure Data Lake Analytics сделает все за вас, как-то работает. Да? То есть это именно Platform as a Service сценария. Вот Databricks, он находится где-то между ними. С одной стороны, вы можете контролировать количество серверов, за которые вы хотите платить, и управлять этими серверами. С другой стороны, он предоставляет очень мощное API, которое позволяет вам сделать все, что угодно из любого языка программирования. Вам достаточно получить в Azure Databricks токен, взять этот токен, вставить свой код и использовать REST API для того, чтобы создать кластер,
создать какую-то работу, запустить работу на выполнение, уничтожить кластер, проверить состояние работы, состояние кластеров, выбрать какую-то сервисную информацию и так далее. У меня тоже есть пример кода, который, например, создает кластер и запускает там что-то на языке программирования C#. Ну, вот, поскольку сегодня одинки не показываю, то его не буду показывать. Ну, и, может быть, не очень интересно, но, тем не менее, это очень легко сделать. Итак, как я и сказал, Azure Databricks — это first-party сервис. От Microsoft он базируется на Spark. Поскольку он базируется на Spark, вы можете использовать все существующие библиотеки из Spark. То есть Spark ML, например, который поддерживает Machine Learning. Вы можете использовать майкрософтовский ML Spark, чтобы подключить Deep Learning фреймворки к Databricks. Вы можете использовать какие-то фреймворки из языка программирования R. Databricks, в отличие от HD Insight, поддерживает вот тот R, который встроен в Spark. Вам не надо разворачивать дополнительно Microsoft, вам не надо дополнительно разворачивать Microsoft Machine Learning Server или что-то в этом роде. При этом существует очень тесная интеграция, поскольку Microsoft Engineer разрабатывает Spark, то понятно, что есть интеграция с порталом, есть интеграция с основными службами, которые хранят данные в Azure. Это Azure Storage, естественно, это Data Warehouse, SQL Data Warehouse, Cosmos DB, интеграция с Kafka для HD Insight, интеграция с Power BI. При этом доступ из Databricks можно получить практически ко всему угодно, чему угодно. Даже если нет нативной интеграции, есть JDBC драйвера, можете ходить и брать данные через JDBC драйвера. Есть интеграция, естественно, с Azure Active Directory, то есть вам не надо дополнительно проходить процедуру логина, создавать дополнительно пользователей. Вы можете создавать пользователей, тех, которые у вас есть в компании в Azure Active Directory. То есть это все присутствует в Azure Databricks. Ну и вот те два основных момента, про которые я обычно рассказываю, которые очень интересны в Databricks. Вот первое, я вот только что его немножко затронул, это Databricks Input-Output API, который позволяет вам выгребать данные практически отовсюду, откуда угодно. И здесь достаточно важно сказать, что да, можно брать откуда угодно, но есть интеграция уже с некоторыми же службами. И мы используем обычно Data Lake, мы используем блобы для хранения данных, это самые популярные хранилища, но при этом, если у вас очень большое хранилище в Azure Data Warehouse, то вы можете тоже использовать этот input-output для того, чтобы взаимодействовать с данными. И второй компонент — это REST API, про него я тоже уже говорил, то есть это то, что выгодно отличает Databricks от Spark. Наличие большого интерфейса, большого количества методов для разработчиков. Вы идете в Databricks, берете токен, который ассоциирован с вашим аккаунтом, и затем совершенно спокойно обращайтесь под этим токеном к любым REST API службам, которые доступны вашему аккаунту. Ну, существует еще некоторое количество дополнительных фич, начиная от серверлесс компонента, который сейчас находится в бета-версии, и заканчивая нотификациями и дополнительными логами. Про это я сейчас говорить не буду, но опять же таки, если у вас есть желание попробовать Azure Databricks, то есть это уже можно сделать, и он уже доступен. Давайте еще посмотрим на пару слайдов, связанных с Databricks. Чем еще может помочь нам Azure Databricks по сравнению, например, с тем же HD Insight. То есть, когда мы создаем HD Insight, мы создаем каждый раз кластер с нуля. И каждый раз мы его должны настроить с нуля, потому что мы должны библиотеки туда какие-то добавить, мы должны указать какой-то набор параметров и так далее. В Azure Databricks, создавая аккаунт Azure Databricks, вы фактически создаете уже некий готовый environment, который содержит несколько готовых компонентов. Во-первых, это какая-то история, то есть вы всегда можете хранить историю работы, например, с Azure ноутбуками, не с Azure ноутбуками, извините, просто с Jupyter ноутбуками в Azure Databricks, и при этом настраивать права по доступу к этим ноутбукам, и сами по себе ноутбуки, они могут существовать независимо от того, есть у вас готовые кластера сейчас или нет, то есть вы можете их совершенно спокойно редактировать, даже если у вас нет ни одного кластера. На здоровье, вы не можете их запускать. Как только у вас есть хотя бы один кластер, вы выбрали кластер, запустили свой ноутбук, без проблем. Есть, естественно, история запуска различных работ, запуска кластеров и так далее. Само веб-приложение, там же, естественно, хостится, которое позволяет вам создать кластера, создать работы без REST API, а напрямую используя веб-портал. Ну и кроме того, существует
хранилище, которое позволяет, и файловая система небольшая, которая позволяет хранить вам какие-то предоставленные компоненты. Например, я могу легко загрузить в Databricks библиотеку, отметить галочку, присоединить эту библиотеку ко всем кластерам, которые я буду создавать в будущем, и в будущем я уже не должен заботиться о том, чтобы инициализировать мой кластер. То есть мой кластер будет инициализироваться этой библиотекой автоматически. Ну и я могу, естественно, заранее подготовить какие-то работы, я могу сделать всю подготовительную работу до того, как я создам кластер. А создавая кластер, я уже указываю настройки, характерные для самого кластера, настройки, связанные с памятью, например. Я указываю init файл, который позволяет мне инициализировать кластер какими-то дополнительными продуктами, установить что-то, загрузить с GitHub, откомпилировать и так далее. Последний проект у нас был очень сложный. Мы init файл делали таким, что нам надо было установить GCC, нам надо было много проектов с GitHub скачать одновременно с этим, откомпилировать эти проекты, установить Octave, еще какие-то компоненты. То есть, в принципе, все это можно сделать, просто разместив ваш скрипт в специальную init folder, и Databricks из своей файловой системы возьмет этот init и инициализирует Spark кластер, так как вы описали в этом скрипте. И, естественно, вы начинаете платить за Databricks в тот момент, когда вы создаете кластер, в зависимости от количества нод, которые вы сегодня утилизируете для работы вашего кластера. Используете 2 ноды, значит, платите за 2 ноды. Убили кластер, не платите ни за что. Убили кластер, это значит, что вы можете пойти в любой момент и нажать кнопочку «Старт» снова. И вам не надо тратить время на конфигурацию вашего кластера. Достаточно просто подождать несколько минут, обычно около 5 минут, чтобы ваш кластер просто рестартовал. Что в HD Insight, в принципе, сделать нельзя. Если мы говорим о портале, то в портале существует несколько основных компонентов, с которыми вам приходится работать. Это ноутбуки, но при этом не обязательно ваши работы должны быть в ноутбуке. Вы можете запускать, естественно, Scala-проекты, вы можете запускать Python-проекты, не привязанные к ноутбукам никоим образом. Существуют разные типы работ, которые вы можете создавать в Azure Databricks. Существует Workspace, основное рабочее пространство. Workspace может содержать несколько пользователей, которые имеют разные права. Каждый пользователь может иметь свою папку в Workspace, создавать подпапки, создавать какие-то файлы. Могут быть папки, с которыми вы работаете в команде, они находятся в shared директории, и вы можете, соответственно, работать совместно, оставлять свои комментарии. Databricks будет трекать все изменения и будет трекать, кто какие изменения внес. Естественно, есть отдельно вкладка по работе с кластерами, по работе с библиотеками и по работе с работами. То есть это то, что присутствует, ну, по крайней мере, для старта этого должно быть достаточно. Это второй сервис был. Теперь, несомненно, говоря о Data Scientist'ах, мы не можем не упомянуть еще 2 интересных сервиса. Первый из них это Azure Machine Learning Experimentation, а второй это Azure Machine Learning Management. Это 2 новых сервиса, оба находятся сейчас в состоянии превью, но хочется надеяться, что скоро они выйдут в релиз. И давайте поговорим, что они могут делать. Если до этого мы говорили про Deep Learning, а потом мы говорили про Machine и Deep Learning, которые вы запускаете на Spark, то теперь поговорим о Machine и Deep Learning, но которые вы можете запускать теоретически где угодно, да, но пишите код при этом на Python. То есть какие у нас есть задачи? У нас есть код на Python, и у нас есть задача натренировать нашу модель. В зависимости от текущей ситуации я сейчас могу натренировать модель на локальной машине, я хочу проверить ее, например, на стазаписях, просто посмотреть, работает ли мой код на Python. Затем я могу эту модель отправить тренироваться куда-то на виртуальную машину. Могу ее теоретически отправить тренироваться где-то, используя кластер в HAI. Могу отправить тренироваться в Spark. Есть у меня модель, что мне делать дальше? Мне надо как-то эту модель взять и опубликовать ее куда-то, чтобы она превратилась в некий веб-сервис, к которому смогут иметь доступ все желающие. Для этого мне необходимо тоже предпринять какие-то действия. Мне необходимо где-то развернуть какой-то кластер, видимо, использовать какие-то контейнеры и каким-то образом построить этот кластер, чтобы он стал доступен
снаружи, чтобы у него появился какой-то балансер и чтобы у него появился какой-то API с какой-то дата-схемой, чтобы я мог этот API использовать снаружи. Вот это то, чем занимается Azure Machine Learning службы. И первая служба, о которой мы поговорим, это эксперименты. Эксперименты, по большому счету, здесь мы говорим про DevOps. С одной стороны, у нас есть Data Science специалист, который может использовать различные утилиты. Какие утилиты он может использовать? Он может использовать, например, Visual Studio или Visual Studio Code и соответствующую настройку для обоих утилит, которая называется настройка для Artificial Intelligence. Либо же он может использовать отдельную утилиту, которую мы только что недавно выпустили, она находится тоже в состоянии превью, которая называется Workbench, либо он в конце концов может не использовать никакую утилиту, он может редактировать код своих собственных IDE, а использовать просто командную строку. Как только у него готов код, что происходит? Дальше вступает в игру Azure Machine Learning Experimentation. Azure Machine Learning Experimentation позволяет, используя одну из перечисленных утилит, включая командную строку, взять код у разработчика, взять какие-то конфигурационные параметры, мы сейчас на следующем слайде посмотрим, что именно, и на основе этих конфигурационных параметров помочь развернуть код на одном из поддерживаемых environment'ов. Что сегодня поддерживается? Развернуть с точки зрения для того, чтобы построить модель. То есть на текущий момент мы модель все еще тренируем, поэтому этот сервис называется Experimentation. Какие environment поддерживаются? Поддерживаются локальные машины, поддерживаются виртуальные машины для Data Scientist'ов, поддерживается кластер Spark на HD Insight. Ну и поддерживается Azure Batch AI, официально еще не поддерживается, но, поверьте мне, он работает. Вот. В будущем будет поддерживаться также SQL Server. То есть вот такие способы запуска задачи тренировки вашей модели существуют. То есть фактически Azure Machine Learning Experimentation в этой схеме — это служба, которая занимается своеобразным DevOps. Да? То есть она берет что-то куда-то и отправляет в target environment. Затем эта служба может, естественно, собирать дополнительно данные. То есть если вы вставили в свой код информацию, специальный набор классов и вызываете специальный набор методов, которые собирают информацию и ведут логи, то вы можете эти логи сохранять на Azure Machine Learning стороне, Experimentation стороне. Вы там же можете сохранять вашу модель, и затем разработчик получает информацию о том, как проходит тренировка вашей модели, базируясь на этих данных, и получает информацию о том, какие результаты ваша модель получила. То есть вы, используя Azure Machine Learning Service, благодаря, опять же таки, History Information, благодаря API, можете сравнивать результаты, можете смотреть, какая модель лучше, и возвращаться к тому, либо к той либо другой реализации, поскольку все эти файлы они сохраняются на стороне Azure Machine Learning. В принципе, существует возможность интеграции с Visual Studio Team Service, в котором вы можете хранить ваш исходный код и давать возможность всем остальным разработчикам вести разработку вашего кода, который занимается тренировкой модели. Это позволяет вам распределять работу в команде и настроить нормальный, хороший такой DevOps. Что необходимо Azure Machine Learning сервису для того, чтобы запустить вашу модель, тренироваться вашу модель, например, на кластере HD Insight? Ну, во-первых, необходим сам код, написанный на Python. На текущий момент поддерживается только Python. Когда будет поддерживаться R, я сказать не могу. Я точно знаю, что он не будет поддерживаться до июня. Это 100%. Вот. Это не значит, что он будет поддерживаться в июне. То есть необходимо передать ваш код на Python. Это вот, видите, users PySpark script в данном случае. Необходимо передать информацию о том, где будет запускаться ваш код. Это в compute-файле и какие-то параметры, связанные с аутентификацией. Потому что у меня где-то есть кластер, и мне необходимо туда проучить аутентификацию. И необходимо передать конфигурационные параметры, которые характерны именно для HD Insight. Дополнительно есть конфигурационные параметры dependencies отдельно для Conda, отдельно для Spark.
То есть, если вы используете исключительно Anaconda Environment, то Conda Dependencies вам подойдут. Если вы используете Spark, то Spark Dependencies подойдут лучше. То есть, вы можете указать, какие конкретно пакеты дополнительно установить. И, собственно говоря, что вам необходимо, как вам необходимо подготовить этот environment, чтобы ваша модель работала нормально. Ну, потому что, если я использую какой-нибудь TensorFlow, то, видимо, мне надо установить какой-нибудь MMO Spark сначала, а потом что-нибудь еще. Вот. То есть все это вы отдаете в Azure Machine Learning Service, ну, надеюсь, с помощью какой-нибудь утилиты, даже Visual Studio Code хотя бы. И Azure Machine Learning Experimentation Service получает информацию, переходит к environment. В environment обычно уже установлен специальный компонент, который позволяет взаимодействовать этому сервису и самому environment, и там происходит развертывание всех необходимых компонентов, подготовка environment. В принципе, подготовку вы можете отключить, если вы сами вручную подготовили environment заранее, используя run-config файл. Происходит подготовка environment, если она не отключена, и происходит уже выполнение вашего кода на удаленном environment. Ну, таким же образом можно на самом деле делать и локально, да, то есть Azure Machine Learning Service просто будет собирать информацию с вашей локальной машины, но при этом никуда отправлять его больше не будет. И вся эта информация о том, как происходит исполнение, сохраняется на стороне сервера. Как только это сделано, код выполнился, разработчик может использовать утилиту, опять же, например, Azure Workbench, для того, чтобы посмотреть статистику, для того, чтобы посмотреть какие-то графики. Да, слайд этот я еще не удалил почему-то. Демо замечательно, если у вас есть ваш компьютер. Если записываем, уже немножко сложнее. Следующий сервис — это Management Service, Azure Management Service. Задача состоит в том, чтобы уже взять существующую модель и просто развернуть в облако в виде службы. В виде службы в данном случае используется Docker, ну, не совсем Docker, Kubernetes используется наш сервис, да, который берет Docker-контейнеры и разворачивает их как Azure Kubernetes Cluster. Azure Kubernetes Cluster, модель у вас уже есть, она уже предустановлена где-то, не предустановлена, где-то сохранена в облаке. То, что вам надо сделать, это дополнительно передать, во-первых, score файл. То есть, каким образом вы собираетесь использовать эту модель. Мы ничего не знаем о том формате, в котором вы ее сохранили, пока что, да. Хотя и работаем сейчас над Onyx, и скоро будет такой формат, но на текущий момент ничего не знаем, поэтому вы должны разработать скоринг файл. Вы должны обязательно указать информацию о том, где лежит ваша модель. Предполагаю, что она где-то лежит в блобе, если вы использовали Experimentation Service. И передать схему, описывающие ваши данные, что вы хотите в скоринг файл передавать. Обычно эту схему можно сгенерить, если вы используете Workbench, например. Эту схему можно сгенерировать автоматически, поскольку Workbench может запарсить Python файл, посмотреть, что вы там собираетесь передавать. Может посмотреть это все в модели. Но опять же таки, это все можно написать руками, либо сгенерировать автоматически. Как только это сделано, это все можно передать в Azure Machine Learning Management Service. И после этого все, после этого сервис занимается тем, что он для вас специально создает контейнер. Ну, опять же таки, не всегда это контейнер, не всегда это же контейнер-сервис. В принципе, можно развернуть с таким же успехом ваш сервис на отдельную виртуальную машину, сделать только одну выделенную ноду, если у вас есть большое желание. Будет скоро варианты развертывания в SQL сервер, развертывания в Microsoft Machine Learning сервер. Можно развернуть, естественно, в Spark кластер. Для этого тоже немножко другой сценарий, но тем не менее. Machine Learning сервер, в зависимости от того, куда вы хотите развернуть модель, выполняет развертывание, получая дополнительно еще dependencies и получая информацию о том, в какой environment вы хотите его развернуть. Это вот второй сервис, который есть на текущий момент у Microsoft для организации такого своеобразного DevOps. Да? То есть, еще раз, эти службы, они отвечают в первую очередь за DevOps, да? Они не отвечают за непосредственно выполнение алгоритмов. Их задача взять, отправить на тренировку, собрать данные. Взять, построить кластер, развернуть.
чтобы дать возможность получать доступ к вашей уже готовой модели из других third-party приложений. Еще, несомненно, один сервис, который я хочу обсудить, это Machine Learning сервер. Это, в принципе, не сервис, это отдельный продукт, который можно установить у вас локально, его можно установить в облаке, его можно интегрировать с какими-то продуктами. Сейчас поговорим, какими. Что такое Microsoft Machine Learning сервер? Возможно, вы слышали, что некоторое время назад Microsoft купила компанию, которая называлась RevolutionR. RevolutionR занималась тем, что разрабатывала различные алгоритмы, с одной стороны, которые позволяли работать с большим объемом данных из R, и даже если они не вылазили в память. С другой стороны, у нас были библиотеки, которые позволяли запускать машин learning алгоритмы, используя R, используя параллельные потоки. И мы, купив RevolutionR, объединив наши возможности, наши алгоритмы с разработками RevolutionR, получили что-то, что называлось R-сервер. R-сервер — это технология, ну, с одной стороны, у нас Microsoft OpenR есть, с другой стороны, у нас есть R-сервер, который позволяет запускать код на Microsoft R, используя все те возможности параллелизма и дистрибьюции алгоритмов, которые были заложены в RevolutionR и в майкрософтовских Machine Learning алгоритмах. На текущий момент все алгоритмы в Microsoft R сервере были переписаны для Python, поэтому произошел некий ребрендинг, и мы сейчас не называем этот продукт Microsoft R сервер, у нас сегодня Microsoft Machine Learning сервер. То есть вы можете выбирать между Python и R. Понятно, что основными достоинствами этого продукта является возможность использования параллельных алгоритмов, работы с большими данными, и вы можете использовать большое количество майкрософтовских Machine Learning алгоритмов, которые, как показывает практика, работают значительно лучше и быстрее, чем существующие open source алгоритмы. Но при этом есть возможность также использовать натренированные модели, которые уже входят в состав Machine Learning сервера, и даже делать какие-то задачи, связанные с диплёнингом. Пока немножко меньше, пока это больше классический все-таки Machine Learning, но тем не менее. Вы можете использовать различные форматы данных, и чтобы вам не гонять данные из одного места в другое, как правило, R-сервер может еще интегрироваться с какими-то продуктами. Например, вы можете интегрировать R-сервер с Microsoft SQL сервером, чтобы иметь возможность получать доступ к данным прямо на месте. Вы можете интегрировать R-сервер с Hadoop, со Spark, чтобы получать доступ к данным, используя ноды Spark. С Teradata. Но, как я сказал, можно установить отдельно, хоть на Linux, хоть на Windows. Для нас это на текущий момент не важно. Вы знаете, у нас и SQL сервер тоже работает на Linux. То есть, и как я и сказал, не только R, но и Python сегодня поддерживается. Ну, а запустить работу на R-сервере вы можете из обычной R-Studio, можете использовать Visual Studio или Jupyter Notebook. Извините. Еще одной особенностью R-сервера заключается то, что R-сервер умеет публиковать ваши уже готовые модели, проводить операнализацию. Да? То есть есть возможность поднимать веб-сервер внутри R-сервера. Это обычно проблема как раз операнализации, она стоит очень остро перед разработчиками, потому что есть модель, можно там ее даже отскорить как-то внутри вашего кода, а что делать потом. Вот R-сервер знает, что делать потом. Вы поднимаете дополнительно ноды сколько вам надо для, так сказать, веб-интерфейса, поднимаете дополнительно ноды, которые позволяют произвести расчеты, то есть проводят скоринг непосредственно, вы можете всем этим управлять, можете мониторить нагрузку и публикуете свой веб-сервер. Как только вы публиковали свой веб-сервер, у вас есть Swagger пакет, Swagger инструкции, у вас есть набор кодов, который вы можете использовать в любом языке программирования, вы просто берете и используете из вашего third-party продукта опубликованный API и используете существующие модели. То есть для операнализации он очень хорошо подходит, при этом его можно достаточно свободно скейлить и расширять, и использовать любое количество нод. До 100 нод, в принципе, на веб-уровне можно использовать дальше больше 100 нод и на компьютер-уровне, и на веб-уровне. Это вот то, что у нас есть сегодня в качестве набора служб, которые уже сегодня можно использовать. Ну и еще хотелось бы показать в конце пару слайдов, что потом. Да?
Что потом, ну, будет достаточно много анонсов, я думаю, в ближайшее время, в мае билд-конференция. Я очень надеюсь, что мы там будем показывать много всевозможных вещей, связанных с языком программирования C-Sharp, даже как делать машин-ленинг в C-Sharp. Вот. Но это все будет потом. Сегодня уже есть что-то, что вы можете посмотреть, что вот находится как на какой-то начальной стадии разработки. И это технология, скорее не технология, а некий процесс, который мы описываем для того, чтобы помочь интегрировать разработчиков и дата-сайентистов. Проблема в том, что у дата-сайентистов обычно вот есть некий свой процесс, они что-то там делают с моделью, они там что-то делают с данными, запускают, делают это в каком-то своем временном режиме, и потом им очень тяжело иногда бывает построить сам процесс. Вы знаете, что если вы занимаетесь разработкой программного обеспечения, у вас обычно какие-то достаточно серьезные процессы, базируются на каком-нибудь скраме, например, у вас есть какие-то серьезные утилиты в виде там, Visual Studio Team сервиса и прочего. У дата-сайентистов этого практически пока еще нет. Хотя процесс уже как-то набрасывается, и уже видны какие-то основные тенденции, уже основные какие-то этапы видны. Ну, поэтому основная задача, которая сейчас есть у нас, попробовать объединить DevOps и Data Science процесс. И то, что должно получиться в конечном итоге, это TDSP, Team Data Science Process, который будет представлять своеобразный DevOps для команд, которые включают в себя дата-сайентистов и разработчиков, ну и всех остальных, естественно. Кто еще там, кроме разработчиков, есть? Кто-то провода вставляет. Разработчиков и дата-сайентистов совместно. И этот процесс, как бы, если мы говорим о скраме, да, что мы имеем в качестве скрама, обычно книгу, да, книгу, которая описывает все роли, которая описывает, что должен делать каждый, когда, какие-то входные документы, выходные документы и так далее. Это вот то, что мы уже сделали для нашего понимания TDSP. То есть, если вы пойдете по этому линку, вы можете увидеть, как выглядит Team Data Science Process. Я думаю, что мы это месяца 2 назад опубликовали, наверное, даже больше, 3. Какое-то время мы линк не давали наружу, да, вот. Сейчас этот линк всем доступен, и вы можете пойти почитать. Там найти вы можете и шаблоны документов, и примеры. Более того, если вы хотите увидеть какой-нибудь более живой пример, то вы можете скачать утилиту Azure Machine Learning Workbench, которая была разработана специально для взаимодействия с Azure Machine Learning сервисами Experimentation и Management, которые мы только что обсудили. И вот там можно создавать разного типа проекты. Вот один из проектов, который там уже есть, это TDSP. То есть вы можете создать проект на базе шаблона TDSP, и он автоматически создаст все нужные папочки, документы, которые нужно заполнить на каждом этапе процесса и все остальное. То есть вы можете все эти шаблоны посмотреть вживую. Что? У вас на локальной машине в Workbench. Да. С VSTS нет, вы можете, там есть описание, как это связывать с VSTS, да, и сам Workbench, он тоже с VSTS связывается на самом деле. Вы можете указать VSTS линку обязательно. Вон там git репозиторий, это на самом деле линка на VSTS, да. Вот. Интересно, кстати, почему там написано git репозиторий, потому что Workbench вроде не поддерживает обычный git, он поддерживает пока только VSTS. Но это отдельная история. Да, кто-то экспериментировал, наверное, но тем не менее. Он создаст у вас эти папки в локальной директории, вы можете посмотреть внимательно, что там произошло и какие там входные и выходные документы, чтобы, в принципе, даже просто фидбэк Microsoft предоставить о том, что вы по этому поводу думаете, да, потому что это вот то, над чем мы сейчас активно работаем. Вы знаете, что у нас ведется работа в 2 направлениях. Вот я только что рассказал TDSP, да, вот как сделать процесс более прозрачным, как привлечь больше разработчиков ко всем Data Science проблемам, потому что сегодня очень много задач. Сегодня сами дата-сайентисты многие вещи делать уже не справляются, приходится привлекать даже много обычных разработчиков на выполнение большого количества других задач и параллелизации в том числе. С одной стороны. С другой стороны, есть проблема, когда есть большое количество продуктов, и все эти продукты, они сохраняют модели в разных форматах. И есть желание сделать один формат, и этот формат, над ним работает сейчас не только Microsoft, но и другие крупные компании, это Onyx,
По секрету вам скажу, что скоро будут анонсы, много анонсов об Onyx, включая анонсы на базе продуктов Microsoft. То есть у нас уже есть ряд продуктов, которые поддерживают Onyx. И как только вот будет единый формат для всех моделей, да, наступит, наверное, в мире счастье, и мы сможем взять модель, натренировать где-нибудь, потом принести на мобильное устройство и там запустить, используя какой-то абсолютно другой фреймворк и что-то еще. Вот это то вкратце, что я хотел рассказать. Извините, я пропустил все демки, но я надеюсь, что вы сможете. Да. Да. Вот, к методологии, в документации на сайте Microsoft также предлагают использовать там определенные утилиты. Одна из утилит для первичного анализа данных EDR, вот, но ее capacity не самая лучшая, то есть она довольно плохо работает с большим объемом данных. Будет что-то дорабатываться вообще в этом направлении, как бы в этих утилитах? Да, то есть вопрос про утилиты, которые позволяют делать первичную обработку данных. Здесь, соответственно, у нас есть, скажем так, у нас есть уже готовый пакет, который позволяет делать подготовку данных. Да? Этот пакет уже интегрирован в Workbench. Если вы Workbench запускаете, там есть даже отдельная вкладка, которая позволяет вам данные подготовить. Да? Подготовить данные, но опять же таки, это там режим такой своеобразный drag and drop, да, а потом вы готовите в конечном итоге некий пакет, и у вас получается deprep файл. И вот здесь есть возможность настроить подготовку данных на начальном этапе на небольшом количестве данных, потому что, опять же таки, во многом случае capacity она определяется и вашим компьютером, не только там, как бы, каким-то пакетом. А затем, когда вы уже деплоите этот пакет в реальный environment, вы меняете параметр, и подготовка уже происходит для всего объема данных. И вот, да, в этом направлении у нас есть такая разработка, и мы продолжаем дальше работать, чтобы тоже улучшить этот процесс. И другой момент, опять же, таки это связано, как это будет все интегрироваться в существующие модельные файлы, да, потому что подготовка данных во многих случаях, она является также частью модели, частью пайплайна. Вот если вы в Hadoop модели строите, это, скорее всего, всегда подготовка – это часть пайплайна, потому что даже когда вам поступают данные снаружи, вы их тоже должны что-то с ними сделать, прежде чем отправить к модели, прежде чем вызвать саму функцию scoring. То есть тут много вопросов, но вот сейчас над ними всеми работаем. Да. Это вопрос нашла онлайн-слушателям. Он спрашивает о том, есть ли ссылки на демки, и нужно... К сожалению, нету ссылок на демки. Я сейчас заканчиваю публикацию двух статей. Одна про EasyBatch.ai, а другая про Databricks. Вот как только я их опубликую, можно будет посмотреть файлы на C#, как создаются кластера и так далее. Я буду это делать в своем блоге. Его легко найти, только на английском языке. Вот я веду блог на английском сейчас в последнее время, а русский не читайте, окей? Да, я могу, наверное, даже написать, я ничего не сломаю, если вот здесь вот сейчас я вставлю ссылочку. Что-то почти сломалось. Точечка. Вот даже онлайн-слушателям должно быть видно. Я буду дублировать эту статью в своем блоге и в MSDN, да. Ну, в моем блоге она точно будет. Вот. У меня она уже готова, мне надо только собраться с мыслями, чтобы опубликовать про Batch.ai, про Databricks почти готово. У меня готов код, у меня не готов текст. Да, и там все эти примеры будут обязательно. Да. А вот вы про Onyx затронули. Можете вкратце, что это за Onyx? Я просто знаю, Onyx это для параллельных вычислений, некие платформы. Я вам сейчас напишу название, опять же таки, давайте вот здесь, а вы посмотрите в интернете более детально, описание и так далее. Я буду про это рассказывать тогда, когда это появится. DN? Да. Ну, я не виноват. Вот, а вы посмотрите, если вам интересно, потому что у меня сейчас на пальцах тяжело мне объяснить. Окей, спасибо большое за внимание.